Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Во вчерашний выпуск новость попасть не успела, заявление вышло через час после инфакта, но контролируемая демократия восторжествовала, и Sony таки пошла навстречу негодующим игрокам в Helldivers 2. Обновление, которое должно было обязать всех ПК игроков привязывать свои PSN аккаунты для игры, не будет реализовано. Создатели игры, студия Arrowhead, при этом еще с середины конфликта ясно дали понять, что полностью поддерживают игроков и постараются отстоять их интересы. Так, видимо, и вышло. Но уже исчерпанную ситуацию разработчики могут увековечить в игре. Идею авторам подали фанаты, а главе Arrowhead она понравилась, и теперь, репостнув ее у себя, он задается вопросом, как же назвать новый дизайн плаща, на котором будут изображены хвосты дизлайков в графике оценок в Steam. Вот так он выглядел на момент написания новости, и вот такие дизайны накидали фанаты. Что же до названия, мелькают такие перлы, как People's Symbol of Nobility или Народный символ благородства и The Proof of Strength in Numbers, доказательство силы в количестве, оба из которых легко сокращаются до знакомого всем PSN. Но проскакивают и всякие варики типа «Воля демократии» и «День Победы» с указанием, что День Победы в Helldivers 2 — это 6 мая. А вот что будет с ребятами, уже получившими баны за привязки в странах, где ее быть не должно, экс-твиттер Sony не рассказывает, но вряд ли что-то хорошее. А это Homelander сериального образца из The Boys, и он очень любит молоко. Грудное в частности. Эту его особенность посчитали важной отобразить и в свежем трейлере Mortal Kombat 1, который посвятили этому DLC-бойцу, и одной маленькой возвращенке из МК-10 Ферри, без ее накачанного дружка. В трейлере Homelander произносит всего одну реплику, и, судя по ушастым фанатам, озвучена она не Энтони Старром, а актером-подражателем. Впрочем, те же фанаты говорят, что даже так выглядит и звучит все очень хорошо и правильно. Когда именно парочка нагрянет в игру, трейлер не сообщает, однако известно, что 13 июня стартует 4-й сезон сериала «Первоисточника», а после Homelander для полноты комбат-пака останется выпустить лишь одного героя, Такеду из той же 10-й части. Но не одними анонсами и победами запомнится первый майский понедельник. В 2018 году сценарист и геймдизайнер серии «Механоиды» Булат Даутов заявил о создании полноценного триквела. В 22-м игра получила публичную демо-версию, а пару дней назад стало известно о бессрочной заморозке проекта. Основной причиной Даутов называет незаинтересованность инвесторов. Ни российских, ни зарубежных, а заниматься игрой в свободное время и двигать его потихоньку тоже не вариант, потому что, цитата, «это затянется на долгие годы при неизбежно слабом результате. Делать механоиды плохо и дешево не хочется. Радикально поменять концепцию и сделать из механоидов игру попроще, например, в духе космических рейнджеров с видом сверху, не хочется примерно по тем же причинам. Это может быть долго и без внятных перспектив. И даже на такую разработку нужны ресурсы больше, чем мы располагаем. Поэтому мы приняли решение заморозить проекты до лучших времен, которые, скажем честно, могут никогда не настать. Могут, впрочем, и настать, но это вопрос неопределенного будущего. Конец цитаты. На прощание, или даже скорее в качестве запущенного послания в бутылке, авторы открыли для всех желающих свежую демку игры в Steam. Продолжим череду печально-скорбных вестей, можно сказать, похоронами надежд на воскрешение серии Tony Hawk's Pro Skater и еще одного более секретного проекта компании Vicarious Visions. Студия успела заслужить себе доброе имя ремейками трилогии про Крэша Бандикута и дилогии, собственно, про скейтера Тони Хоука. После присоединения к Blizzard она и сама сменила название на Blizzard Albany, и разрабатываемые ею проекты, к сожалению, было решено отправить под нож. Среди таковых оказались потенциальные ремейки Pro Skater 3+4, которые разработчики запитчили Activision, но получили отказ, а также секретная игра про Donkey Konga с подзаголовком Freedom. Последняя должна была стать 3D-платформером для Nintendo Switch, создавалась в достаточной секретности, чтобы о ней мало кто знал, но фанатский портал DK Vine указывает, что в разработку уже был привлечен и батя Donkey Konga Сигеру Миямото. Если верить инсайдеру Лиаму Робертсону, всего этого разработчикам пришлось лишиться во имя развития флагманской франшизы Activision Blizzard Call of Duty, но при этом и там выступив лишь на вспомогательные роли. Также они помогали в создании ремейка Diablo 2 и затем приложили руки и к Diablo 4. Фанаты качественных рогаликов уже, наверное, и без моих вбросов успели возрадоваться, для остальных сообщаю. Hades 2 добралась до раннего доступа в Steam и Epic Games и уже доступна к покупке и, в общем-то, игре всем желающим, включая наши во многом ущемленные игровые регионы. Еще и за цену в 1100 рублей. Согласно данным, которыми делится разработчик, в своем стартовом виде Hades 2 уже содержит больше врагов, декораций и озвученных персонажей, чем финальная версия первой игры. Тем не менее, многие игровые элементы в сиквел еще не добавлены, вроде дополнительных локаций,
локаций, оружия, врагов, каких-то игровых механик и некоторых ключевых событий. Минимальный срок разработки до конца текущего года, но возможно больше, а новый контент будет поставляться в игру порционно, каждые несколько месяцев крупными апдейтами. Ну и играть сейчас вроде как безопасно, в том смысле, что разработчики обещают приложить максимум усилий для спасения и переноса сохраненок из раннего доступа в полную версию, когда та выйдет. И сразу предупреждаю, что после выхода игра прибавит в цене, так что ежели заинтересованы или нравилась первая игра, присмотритесь. Катерина Краснопольская уже пощупала новинку, запись стрима ищите на нашем Twitch-канале или в скором времени на лайв-канале на YouTube. Bohemia Interactive, автор серии реалистичных шутеров ARMA и чуть менее реалистичных, но не менее дотошных симуляторов DayZ, опубликовала тизер чего-то под названием DayZ Frostline. Из официальной сопроводительной информации есть только дата полноценного анонса 9 мая и краткое, но пафосное описание. Подготовка – ключ к выживанию. Когда наступят морозы, их переживут лишь те, у кого будет лед в венах и огонь в сердцах. Из неофициальной же есть чуть более интересные факты. Ради DayZ Frostline зарегистрировали новую торговую марку в Европе. У Livonia, например, платного дополнения для DayZ отдельной торговой марки не было. На сабреддите DayZ рассказывают, что на днях в Прагу приехали крупные стримеры для некого события от Bohemia. Ради мелочи организовывать такое, наверное, не стали бы. А еще в сообществе обнаружили несколько связей между полунамеками от авторов DayZ и игрой Vigor, консольным эксклюзивом от Bohemia, который в мае наконец стартует на ПК. Предполагается, что через Frostline разработчики впишут Vigor в канон DayZ, а также поднимут интерес к Vigor со стороны ПК-аудитории. А вы, небось, думали, что DayZ давно померла? Я, кстати, тоже. А у нее до сих пор онлайн в Steam держится в районе 55 тысяч человек. И напоследок внезапность от авторов прошлогодней бродилки The Invincible. Вышел большой апдейт игры, в котором подкрутили множество очень полезных для игроков ползунков, и все в сторону удобства. В эпизодах с вездеходом теперь можно переключаться между камерами от первого и третьего лица. Увеличена скорость ходьбы и бега в некоторых зонах, на уровнях появились новые слайды, стала доступна возможность повысить угол обзора до 100, 110 и 120 градусов. Для этого нужно включить опцию экспериментальный угол обзора в специальных настройках и выставить значение в настройках графики. Однако разработчики предупреждают, что повышение FOV влияет на производительность и приводит к техническим проблемам, таким как неестественные пропорции моделей. В обозримом будущем авторы постараются свести шероховатости к минимуму. Ну и всякие исправления неполадок, локализации и в интерфейсе также в игру докинули. Молодцы, что поддерживают свое детище. И на сегодня с новостями у нас все. Но на нашем сайте stopgame.ru свежие новости прилетают весь день. Если хотите быть на острие индустрии, запрыгивайте. Плюс там и материалов от наших авторов валом всегда. Доброго дня!